Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю овальный торт вот в таком трендовом в этом 2026 году стиле украшения. То есть берется овальный торт за основу. Также обязательно наносятся вот такие широкие волнообразные ленты из крема на торт. Также используется несколько видов таких особо популярных в этом году цветов. Это лютики, вот ранункулюсы, которые я буду делать на торт. Также используются маргаритки и герберы. Но мы будем делать лютики, их делать проще всего. Поэтому все покажу и расскажу в этом видео. Украшать торт я буду белково-заварным кремом итальянской меренгой. Для украшения этого торта мне понадобятся вот такие кондитерские насадки. Обязательно насадка номер 200, из которой будут делаться вот эти волнообразные кремовые ленты. Большая насадка. Также для самих лютиков, ранункулюсов нам понадобятся вот такие насадки скошенной розы номер 124К. И также просто, без всякого номера, у меня здесь скошенная роза небольшая, 1,2 см на выходе. Также для маленьких таких цветочков мне понадобится вот эта насадка гортензии номер 135 со штырем внутри. Также насадка небольшой листик 6 мм на выходе номер 69. И также как основа для цветов мне понадобится насадка 8 мм открытая звездочка обычная. Итак, вот эти три насадки мне понадобятся для создания самих цветов ранункулюсов. Номер 124К, и если вы обратите внимание, вот эти две насадки с совершенно одинаковым номером, но купленные у разных производителей, выглядят по-разному. Вот на это всегда нужно обращать внимание, что они приходят с разных маркетплейсов, бывают совершенно разными, хотя номер у них один. Итак, создаем сейчас лютики. Как я уже сказала, делать их несложно. Здесь самое главное понять тот принцип, что нам не нужно здесь сделать розу. То есть при создании лютика нужно брать очень тоненькие на выходе кондитерские насадки, чтобы у нас уже не были лепестки у розы. И чтобы не скатиться в создании розы, здесь нужно вот из крема, когда мы ведем плавно линию из этой насадки, нам нужно ее вести как бы беспрерывно. Само вот это вот создание вот этих лепестков, оно здесь очень-очень простое. Главное, очень медленно давить на кондитерский мешок и при этом также медленно проворачивать вот этот вот кондитерский гвоздик, на котором стоит сам цветочек. И если вы обратили внимание, вот это основание из крема я делаю достаточно такое высокое и устойчивое. Это я делаю намеренно именно для того, чтобы мне снять с кондитерского гвоздика этот цветок и уже поставить либо на поднос, либо на подложку, с которого я потом уже буду брать эти цветы и выставлять на торт. Вот для таких тортов открытых лучше делать цветы всегда заранее. Не нужно их делать как бы вот в попыхах и сразу выставлять на торт. Потому что в таких открытых тортах, где минимальный декор должен быть, все-таки нужно подумать, какие цветы в какой последовательности нам выставлять. Я буду делать здесь 11 цветов. Обязательно делаю и мелкие цветочки. Сделаю несколько крупных, вот таких. И обязательно сделаю несколько, даже больше, чем крупных, я сделаю мелких цветов. Потому что вообще вот в этом украшении, которое модно в этом году, используются меленькие цветочки, очень часто маргаритки используются, и также мелкие лютики. Герберу создавать сложно, особенно из белково-заварного крема, особенно новичкам, поэтому здесь я показываю именно ранункулюсы, то есть лютики. Их создавать очень-очень просто. То есть, как вы обратили внимание, у меня здесь зеленого крема 2 тона, то есть я взяла один и тот же краситель, фисташковый цвет украситель он называется. И для основы я добавила побольше немножко красителя, а сверху, когда уже наносим, то есть поменьше, этого же точно тона. Я пользуюсь всегда для белково-заварного крема гелевыми водорастворимыми красителями. Цвет у розового крема у меня краситель называется Pink, то есть ярко-розовый. Так же, как и лютики в природе, вот эти ярко-розовые, они и есть такие в цвете Pink. Ведем непрерывно эту линию. И там, где она заканчивается, здесь уже они сами по себе будут создавать вид вот этих вот лепестков именно у лютика. Не нужно их дополнительно заканчивать, вести их вниз, как у розы мы это делаем. Иначе мы просто скатимся в создание розы. Особенно у новичков это будет 100% это ошибка. Поэтому лучше делать вот так. Мы как бы наматываем вот эти лепестки постоянно на основу. Делается это очень просто. Главное понять принципы и главное сделать себе несколько
вот этих вот кондитерских мешков сразу с несколькими расцветками крема. Очень удобно здесь работать в перчатках, потому что вы сразу об эту новую чистую перчатку можете вытирать свою кондитерскую насадку. И вам не нужно будет отвлекаться, потому что кондитерскую насадку нужно протирать вот постоянно здесь при создании этих цветов. Итак, сейчас я, как уже сказала, сделаю 11 таких цветочков. Больше здесь я делать не буду. Крема белково-заварного итальянской меренги я здесь варила 2 порции. То есть одну порцию я варила для создания самих цветов. И также у меня остаточек ушел потом на вот эти вот полосы. И вторую порцию крема я варила именно на покрытие самого торта. То есть первый раз я варила на 120 грамм белка, и второй раз я варила на 150 грамм белка. Немножко крема, естественно, остается всегда в кондитерских мешках, но лучше пусть он останется, чем его потом не хватит. Итак, я сделала сейчас 11 цветочков из крема. Как я вам сказала, я их отставляю пока что в сторону и занимаюсь уже самим тортом. Торт этот я собирала из круглого бисквита. Подробнейшее видео, как собрать овальный торт из круглого бисквита, есть на моем канале. Ссылку я вам оставлю в описании к данному видео. И сейчас в правом верхнем углу у вас появится ссылка на то видео, как сделать такой торт. Именно из круглого бисквита. Очень просто и очень быстро. Там в том видео я все подробно объясняю, и у всех все получится. Также можно испечь и овальный торт, допустим, торт «Молочная девочка», если коржи вы будете использовать. Тоже есть подробнейшие видео на моем канале, ссылочки все я вам оставлю в описании к данному видео. Итак, сейчас из насадки номер 200 я делаю вот эти вот полосы кремовые, волны на торт. Здесь очень важно, чтобы у вас все пузыри вышли из кондитерского мешка. У меня здесь пузыри оставались, так как это белково-заварной крем, он очень легкий, очень воздушный, поэтому вы, возможно, тоже столкнетесь с этой же проблемой, но я потом закрою эти места именно декором. В масляном креме с этим попроще, но здесь вот нужно обратить на это внимание. Третью линию я уже заново наполнила кондитерский мешок кремом, выпустила все пузыри, поэтому линия у меня уже здесь идет без разрывов. Нужно работать здесь очень аккуратно, и в то же время медлить здесь тоже нельзя. С масляным кремом в этом плане работается проще. Выложила я здесь небольшую такую надпись «Всего хорошего ко дню рождения». Это по-немецки надпись. Это самая распространенная надпись, когда поздравляют на немецком языке. И сейчас я выставляю цветочки. Заметьте, цветочки я выставляю акцентами. По 3 цветочка снизу, справа и 5 цветочков слева. Здесь я не стала их ставить все вместе, и в то же время я оставила место очень большое, чтобы торт смотрелся воздушным. То есть в этих тортах, вот в этих трендовых, современных, нужно, чтобы было много пространства, не заполненного на этом торте. Перефразируя всем известное стихотворение, скажем также: торты всякие нужны, торты всякие важны, поэтому сегодня мы разбираем именно такой торт. Его, я считаю, делать очень даже несложно. Смотрится он современно. Это я делала для молодой женщины, этот торт. Обратите внимание, что листья здесь нужно сделать очень-очень мелкие. Вообще у ранункулюсов, у лютиков листья чем-то похожи на хризантему, на герберу. Буквально, чтобы просто закрыть какие-то шероховатости, может быть, на цветке, и сделать их едва такими заметными. Выставляю теперь огромное количество бабочек на этот торт. Бабочки всегда делают торт очень воздушным. Бабочки всегда помогают. Бабочки у меня здесь из вафельной бумаги, не из сахарной, из вафельной, а картинка у меня из сахарной бумаги. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. И сахарная, и вафельная бумага прекрасно держатся на белково-заварном креме, на итальянской меренге. Ничем изолировать ни ту бумагу не нужно. Также выставляю несколько шариков из мастики. Они хорошо дополняют также композицию. И сейчас из насадки номер 135 гортензия акцентами ставлю вот такие небольшие цветочки по всему торту. Здесь я смешала, я ложками, буквально 3 столовые ложки я выложила крема. То есть белый крем у меня здесь светло-светло-розовый и светло-светло-фисташковый. Все эти цвета уже присутствуют на торте, но в более ярких их проявлениях. Все цветовые гаммы здесь идут у меня от очень яркого до очень-очень светлого. Но в одной и той же гамме мы остаемся, чтобы не выходить
Вот не было никакого контраста. Это очень важно для таких тортов. И оставляем обязательно такое свободное пространство на этом торте, как это и нужно делать вот для таких трендовых тортов. И в принципе торт мой готов. Посыпаю сахарной посыпочкой. Всегда советую это делать. Торт становится с ней более таким воздушным. Закрываются какие-то шероховатости. Также из этой же насадки 135 гортензия я отсадила на самой подложке тоже несколько этих цветочков. Это просто у меня не вошло в кадр, но я думаю, тут и так все понятно. Торт становится более таким легким тоже вот при этих цветочках на подложке. И вот такой торт у нас в итоге получился. Делается он несложно. Рецепты крема, как сделать такую подложку самостоятельно, большую. Я все ссылочки на это видео оставлю в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.